Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магия и колдовство. Я занимаюсь всеми видами магии, в основном черной, руны, магия наказания, магия рассоры, любовная, защиты, жесткие закрытия, магия победы, только победа, только выживание, только полное сохранение, возврат, чего бы то ни было, всего, что у вас отняли, обрезание крадников, чистки, защиты. Сегодня вы можете также найти меня на телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые по вопросам модерации не проходят где-то на других местах. В Инстаграме я есть, также и Фейсбук. Сегодня у меня животрепещущий вопрос, когда это все закончится. Активные действия, когда перестанут гибнуть люди, когда перестанут тращить наши ценности, наши строения. Уже очень много на сегодняшний день разрушено. И постоянно какие-то идут вбросы, нас запугивают. Очень смешно, конечно, было с Кадыровым, когда какой-то чиновник пузатый в сапогах Прада приезжает к нам, якобы приезжает, на самом деле, как говорится, где он, да, он не находится в Украине, то есть как приехал, так и уехал, называется. Все это чепуха, он не в состоянии даже, не то что там в бою участвовать, он не в состоянии даже что-то там, просто состояние, как какие-то фейки запускать, вот и все. Все эти переписки, он, Маска обращается к Путину, отвечает какой-то Рогозин, но, честно говоря, это просто как какие-то пустопорожние переливание из пустого в порожнее. Вот так вот они нас запугивают, что-то там постоянно фейки выпускаешь. У нас тут все это снято в каком-то театре, хотя у нас уже сколько погибших, и люди присылают мне тоже фотографии, и дома разбитые, и выбитые окна, и что там горит, это все не шутки. Так, давайте посмотрим. Ситуация для Украины сегодня. Как это выглядит вообще? Понятно, что мы знаем, но что он нам говорит? Туз жезлов перевернутый. Еще не самая активная фаза, то есть мы еще не пошли их лупить. Где там наши усилия еще не достигли эффекта. Вот, народная дубина, мы их еще не лупили. Мы еще их не лупили. Вот. Для Украины мы еще их не долупили, это понятно. Да? С другой стороны, тут жезлов хоть он и перевернут, говорит о том, что тут есть потенциал. И сейчас смотрим будущее. То есть также эта карта скорее относится к прошлому, итог прошлого. Причина, почему так сегодня происходит. То есть где-то мы еще не развернулись. Что сейчас с армией? Давайте так, армия противника в целом. Но они надеются. У них вот звезды это какие-то большие планы, возможно, всемирные, все космические, на Марс завоевать, также Марс завоевать, все звезды и Звездные войны. То есть у них очень-очень большие планы. Ну, звезда скорее карта мечты. Да, на войне это карта, что человек не приземлен к реалиям в условиях войны. Эта карта говорит о том, что это люди мечтатели. Ну и что там мечтает, им кажется, что вот сейчас звездочку условят, на Марс улетят. В какой ситуации наша армия? В жестком сопротивлении. Двойка мечей говорит о том, что никакого компромисса, ничего. Тут жесткое сопротивление, но эта двойка, помню, что двойка это небольшая, то есть наша армия еще не показала, какая она опасная. Сопротивление еще только. Вот последние буквально 2 недели. Давайте так. Что будет происходить в течение там месяца с армией России? Несправедливость. То есть их всевозможными методами будут опускать, то есть несправедливость. В том числе это и увольнение, и высшие силы не в их пользу. Это старший аркан, напоминаю. Возможно также, что их будут лишать возможности и обмундирования. И, то есть
все виды наказания, да, это несправедливость. Это справедливость не в их пользу. То есть их начнут карать очень, очень серьезно наказывать. Причем и высшие силы, и силы, которые выше их. То есть это справедливость, это уже что-то будет способствовать, то есть на нашей стороне высшие силы, которые мы не знаем, как, да, вот они нам не открываются. Но также это, возможно, международная какая-то справедливость в течение месяца, наказания или вмешательства неких судов, различных органов официальных, не в их пользу. Также вот всякие договоренности могут разрушаться. Там нас все пугают какими-то необразованными, неподготовленными какими-то сирийцами, что они там умеют, какими-то белорусами, которые никогда не воевали. Что это вообще такое? Какой-то Кадыров, да, там, в сапогах Прада. Ну, все это вот, ну так вот, знаете, закидать мясом называется. Что будет для украинской армии? Туз Пентаклей перевернутый очень сильно. Эта карта медленная, но это очень одна из самых сильных карт, хоть и перевернутая, говорит о том, что мы наращиваем наши преимущества. Пусть с трудом, медленно, но наращиваем. В любом случае, эта карта лучшая, чем эта несправедливость. Просто давим их техникой, давим их материальным в том числе. Ну, давайте так. Настанет ли мир, допустим, в течение месяца? В течение месяца там может быть и через 3 дня, и через месяц, да? Через 32 дня. Двойка кубков. Знаете, очень серьезная, действительно, в течение месяца по двойке кубков очень серьезно идет прекращение, собственно говоря, самого опасного. Двойка кубков это все-таки паритет, где люди уже начинают прекращать убивать. Все-таки двойка кубков. Однако двойка кубков часто указывает на срок и до 2 месяцев. То есть это через месяц уже начнется этот процесс, где, ну, давайте спросим, что через месяц по поводу будет разрушаться это все. Король жезлов. Ну, они больше будут производить, знаете, такие вспышки какие-то, чем реальное разрушение. Что такое король жезлов? Это фигляр, это человек, который устраивает шоу. На самом деле, да, это могут быть какие-то пожары. Я не вижу тут тяжелого вооружения. Насколько оно там все серьезно. Будут ли еще, насколько именно среди гражданского населения меня волнует. Нет, все, десятка пентаклей. Мы будем защищены. И это десятка пентаклей. Вот она, туз, десятка. То есть тут очень надежный тыл, очень надежная система уже. Если они еще могут что-то поджечь, что-то взорвать, ну такой типа мост, то людей они же тронут, не смогут через месяц. Нет. Давайте так. Через месяц, то есть заметное утихание, то есть вот так вот, двойка кубков. То есть это уже разграничение, будут ли они отступать, допустим, 2 месяца по итогу. Полностью разбиты. Пятерка пентаклей. Полностью разбиты. Это нет у них ничего. Ничего. Ни еды, ни питья, ни одежды, ни вооружений. То есть тут еще... Давайте так. Что будет для нашей армии? Возврат на позиции. То есть эта карта говорит, что... то даже о чем мы не мечтали. Ну, я так прогнозирую, что это все-таки будет возврат как минимум к тем регионам, на которых той границе, которая была в 2014. Давайте так. Будут ли вестись эти активные действия через 2 месяца все-таки? Насколько они активны? Что это будет? Потому что двойка кубка у нас указала, что через месяц процесс пошел. Все, это договор уже. Это отшельник. Однако это могут быть тайные какие-то вот диверсии. Все. Отшельник это не открытый бой. Это не что-то там такое, вот знаете, что бомбит и стреляет. Это прячется он. Это тот, кто прячется, тот, кто тайно пытается, тот, кто, может быть,
Это кибер, это, всем, это всякого рода хакеры тоже нас отшельники. Это отшельник, видите, он втихаря что-то там сидит ночью. Вот это вот может быть. То есть они могут бродить среди нас, что-то там. Вот такая вот стадия. Давайте посмотрим, что в течение года, да, допустим, мы поняли, что через месяц это все просто их жестко прижмут. Они останутся голыми боссами, несмотря на вбросы всяких там каких-то чурок непонятных, которые якобы очень сильно хотят воевать в чужой стране, да, за $400 или что они там. То есть это, ну, бандиты, группы, диверсионные всякие, кибератаки. Давайте так, в течение этого времени, насколько мы потеряем нашу инфраструктуру. Все-таки очень жалко, сколько всего разрушено. Насколько мы еще потеряем это все. Нет, наши уже не будет таких. Вот это вот самое страшное время мы прошли все-таки. Шестерка Пентаклей фактически все, что могут быть какие-то небольшие потери, но это немного. Шестерка Пентаклей. Сохраним ли мы людей, допустим, за это время? Маг. Опять же, это маг, это хитрость, это... То есть удастся нам спасти тех, кто сейчас закрыт в этих несчастных Мариуполях. То есть удастся. Удастся даже спасти тех, на кого мы хитростью. То есть таких массированных потерь уже у нас не будет. Кто там нам? Азиров, да, сказал, что у нас 10 миллионов останется. Вот такой вот он гад. Нет, не будет так. Они могут говорить, конечно, все что угодно. Как бы сейчас все говорят все что угодно, абсолютно. Молоть можно все что угодно. Дело каждого решать, кого слушать. И давайте так. Что будет с Донбассом через 2 месяца относительно для Украины? Вот как это будет выглядеть? Вот. Четверка жезлов. Знаете, по Донбассу я не вижу движения. То есть это получается, да, какой-то местность, активных действий тут уже нет. Однако Донбасс находится в том же состоянии, что и был. Ни туда, ни сюда. Чего-то ждет, да, вот как бы ждет. Не будут ничего... То есть, воевать на Донбассе не будут. Ожидание чего-то, да, вот как бы подвис у нас Донбасс. Но он остается в Украине. То есть мы его не лишаемся. Вот так как он был, так он и будет. Непонятным спорным моментом, да. Давайте так, что с Крымом в течение... Вот, кстати, Крым карта возврата. Причем без войны. Без войны. Вот так вот. Более скорее Крым перейдет. Но у них, если ДНР, это там разбойники какие-то, да, просто какой-то Сомали там, которые там кишеньковые, да, карманные какие-то разбойники, которые тем всем управляют. Вот, то Крым у нас, да, официально как бы Россия признала, да, и тут идет четко, что как раз первый Крым попадет. Потому что, видать, их санкции за это время прихватят так, что они сами запросятся. Раз. Донбасс пока не ясно. Будет ли продолжаться свыше 2 месяцев война где-то там по этим Королева Пентаклей? Нет, тут будет какое-то решение бумажное, основательное, линия обороны в том числе. Даже говорю, что диверсии-то будут по отшельнику. Это могут быть пытаться, да, то флаг перевесить, то какой-то канал взломать, то что-то там опять собирать. То есть они не вот перейдут в вот эту стадию. Давайте так, что получит Украина для себя? Давайте 3 месяца проверим, что это будет в Украине. Девятка жезлов. Ну, это попытаются они там что-то нам по мелочам нагадить на границах, именно по границам нашим, где у нас забор, где у нас граница, где у нас край, постреливать.
Ну, что такое? Чем закончится это для вот этих вот Путина и всей этой гоп-компании? Остановка. Шестерка, то есть их полностью остановят. Что будет для наших людей? Потому что страшное, конечно, разрушение. Итог. Пятерка жезлов. Мы будем продолжать бороться, но это уже как бы по мелочам. Где-то отстаивать, где-то с диверсантами бороться, где-то отстаивать, может быть, свои права на международной там арене, вот так вот. Ну, давайте так. Что будет в течение года? Какова судьба наших территорий, вот, которые сейчас временно, как говорится, оккупированы? Любовники. Любовники — это мы предоставим им выбор. Любовники — хорошая карта. Собственно говоря, она скорее означает дуализм какой-то. Да, вот и так, и так. И я в этой карте скорее вижу, что у нас фактически две территории: Донбасс и Крым под вопросом. Причем это карта соглашения мирного, это не разделение. Я так понимаю, что они могут войти как какие-то автономные области, как это по международному праву называется, как любовники, да? Любовники. Есть дополнительные такие вот области. Что будет ли страдать Западная Украина? Давайте я ее так в общем назову там, да, что-то там будет все-таки. Тройка пентаклей. Ну, она к этому времени вообще очухается там. Если сейчас еще что-то там происходит. Что будет с Мариуполем? Очень жалко Мариуполь. Десятка кубков. Ну, Мариуполь освободят полностью. Конечно, очень много работы по снабжению. Мариуполь отстроят заново. Ну, давайте так, мне еще войдут ли вообще в Одессу, белая карта, не смогут войти. То есть мешаются высшие силы, что-то непонятное. То есть то, что карта не открывает. Сейчас пока не захватили ни Киев, ни Николаев, только, по-моему, и Мариуполь даже не захватили, да, у нас могли, куда они там, Херсон зашли, вот эти вот маленькие там Генические, Скадовские, все, больше они даже не зашли никуда в город. Они даже власть там не взяли, даже туда, куда зашли, пытаются там повесить флаг, и флаг снимают, вешают украинский. Давайте так. Будет ли серьезная какая-то там... То есть в Одессу вообще белая карта. По нашему Днепру. Что карта по Днепру скажет? Будет ли серьезная, прижмут ли его в течение этого... Рыцарь жезлов. Пугать будут нас. Что-то будут попытаются там устроить фейерверки. Причем это неосновательно. Кое-где иногда всадник типа прилетел, устроил шоу и спрятался. Нет. Ну, я даже за Киев не спрашиваю. Возьмут ли Киев? Десятка жезлов. Да куда им? Это не неподъемная ноша для них просто. Нет. Даже нет. Будет ли захвачена наша власть? Рыцарь Пентаклей. Нет у них земли под ногами. Как бы они ни пытались, не станут они там. Так что не верьте. Давайте просто вот карта итога всей войны для Украины. Хоть там и говорят мне, что вы там сочиняете, специально какие-то карты подсовываете. Я вот подсовываю карты, понимаете? Итог для всей Украины в течение 2-3 месяцев. Вот, я принцесса жезлов. Да, вестник жезлов. Это хорошие, быстрые известия, быстрые изменения. Ситуация, да, ситуация, конечно, это не до конца законченная. Принцесса жезлов, да, но это уже не опасно. Причем это вестник, это хорошие известия, это быстрое изменение ситуации. И это все равно хорошая карта. Да, тут еще придется собирать, еще может в течение года, может быть, в течение полугода, что мы будем иметь. Какое-то ожидание, то есть получается от 2 месяцев до 4, до полугода мы ждем чего-то.
может какое-то решение, переговоры, но ничего не происходит. То есть это уже не зависит как бы от нас. Ну и в течение года, вот говорят, что я там подкидываю карты. В течение года король кубков, полный мир, объединение народов. Это поддержка, это уже восстановление, это уже обилие, это уже родные люди, объединение наций, король кубков. Все. Я была с вами, ведьма Аграфена. Заходите на канал. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.